Здравствуйте. Мы расскажем вам историю о Франкенштейне, ученом, который хотел создать человека по своему образу и подобию, не претендуя на лавры Господа. Это одна из самых странных историй. В ней затронуты два самых больших таинства в мире – жизнь и смерть. Думаю, она понравится вам. Она может шокировать вас и даже напугать до смерти. Так что, если вы готовы подвергнуть свою нервную систему такому испытанию, то желаем вам удачи. Ну что ж, мы вас предупредили. Так, мультимедиа мы использовали. Отлично. Что у нас дальше? Нам надо как-то представить персонажей. У нас готика. Готика. Часовня. Мы отправим наших персонажей в часовню. Часовня. Здравствуйте, мои дорогие! Вы смотрите «Город чумы» – душеспасительное шоу для любителей литературы и всех, кто пытается не сойти с ума. Мы находимся в часовне Святой Вирджинии, близ пансиона имени Патрика Гоббса. И сегодня мы разберем актуальный текст «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Так, персонажи у нас есть, локация у нас есть. Что дальше идет? Дальше нам нужно прописать актуальность. Мы почему вообще взяли этот жуткий текст? Ну смотри, это же супер актуально. Нас окружают декорации этого текста. Мы вообще в нем живем. Мы живем в очень похожую эпоху. Люди на пересечении двух философий, двух миров. С одной стороны, 1815 год. Начинаются предпосылки для возникновения философии науки, позитивизма. Наука наше все. Главный герой, Виктор, верит в науку. Да, он ученый. С помощью своего мозга, научного мировоззрения он хочет решить все проблемы. Он хочет создать новую расу людей, которые не будут болеть и умирать. Сейчас происходит то же самое. Если мы вспомним недавний период, пандемию, да, мы все очень хотели, чтобы скорее уже изобрели вакцину, мы все привились, нас спасли. И наука сделает что-то великое, что позволит нам не бояться. Но при этом есть еще философия магизма. Когда человек хочет получить волшебную палочку, чтобы вжух, и все было хорошо и быстро. Так вот, главный герой, помимо научных опытов, прибегает к алхимическим изысканиям. Его эксперименты не обходятся без магического компонента. Ну и, как мы знаем, мы же хотим получить волшебную палочку, да, чтобы вжух, и Белла Хадид снялась в нашем шоу. Кстати, в фильме Кеннета Брана, в классической экранизации, где монстра играет Роберт Де Ниро, есть сцена с вакцинацией. Очень актуальненько выглядит. Герой отчаянно не хочет прививаться, он сопротивляется, дерется, и в итоге умирает от оспы. Смотри, получается, что мы тоже сейчас живем в готике, и нам свойственны все те же страхи, что были свойственны людям и 100, и 200, и 500 лет назад. Просто это вопрос терминологии, нужно договориться, что мы называем готикой. Совершенно верно. Готика – это не период, это образ мышления. Только нам, наверное, нужно сослаться на какое-то экспертное мнение. Готика – это не просто исторический период. Это целое культурное явление, которое пронизывает все слои искусства и сплетает их в удивительный гобелен. Надо бы, конечно, сказать побольше, но у меня здесь тренировка. Маша разбирается в этой теме и сделает нам качественную терминологическую экспертизу. Дальше что? Дальше мы можем сказать, что мы проваливаемся через эту воронку времени вглубь до Средневековья. Потому что все обороты этой спирали состоят из одних и тех же молекул. Например, мы сейчас также воспринимаем информацию картинками.
Причем картинками простыми и понятными, и красочными. И это только подтверждает тренд на готику, за которым увязывается вся эта эстетика средневековья. Просто в какой-то момент каждый оборот этой спирали времени на какой-то точке оказывается в этой самой готической парадигме. Да, страдающее средневековье. В общем-то, мы можем сказать, что Виктор создает сверхчеловека. Да? Да. Ну, тем более, вам понравился, конечно. Конечно. Но для создания сверхчеловека понадобились жертвы. Фактически мы имеем череду жертвоприношений. Это же неосознанная жертва. Нет, это осознанная жертва. Монстр хотел убить всех, кто дорог его создателю, чтобы он осознал, что у него в мире очень скоро, где-то там, в Архангельске, на краю света, не осталось никого, только Создатель и его создание. Вот это такая вот любовь, знаете, я таких мужиков посылал куда подальше. В молодости, сказал он однажды, кто он, непонятно, я чувствовал себя созданным для великих дел. Наверное, Франкенштейн. Я умею глубоко чувствовать, но одновременно наделен трезвым умом, необходимым для больших свершений. Сознание того, как много мне дано, поддерживало меня, когда другой впал бы в уныние, ибо я считал преступным растрачивать на бесплодную печать талант, который может служить людям. Размышляя над тем, что мне удалось совершить, как-никак создать разумное существо, живое, я не мог не осознавать своего превосходства над обычными людьми. Ну это слишком сложно все. Я ничего не понимаю, чушь какая-то просто. Надо завтра еще раз будет прочитать всю эту главу. Читая текст, поражаешься обилию религиозных сюжетов внутри. Основная линия повествования, безусловно, напоминает нам архетипический библейский сюжет о потерянном рае. И не только об Адаме. Монстр сам себя называет падшим ангелом. Ну, он начитался и актуализирует полученные знания. Безусловно, потому что он, как и мы, читал Мильтона. Несмотря на повышаемый в геометрической прогрессии интеллектуальный уровень, монстр, как это помягче сказать? Убивает людей. Но если мы анализируем это как сказку... Как миф. Да, как миф, то эти убийства мы можем представить как некие сакральные жертвы. Да, это классический для фольклора мотив жертвоприношения. Так и есть. Известно, что в первобытных обрядах, на которые опираются мифологические сюжеты, жертвоприношение имело функцию не только умилостивить божество, но и изменить статус того, кто совершает жертвоприношение, да, сакральное убийство. Исследователи говорят о том, что такой акт был необходим для перехода в жреческое сословие. Также в мотиве жертвоприношения есть аллюзии на сотворение мира. Эти акты необходимы для гармонизации космоса. Это же мы видим и в тексте обычный закон сохранения энергии. Если оживляешь что-то мертвое, то у тебя дальше по тексту обязательно умрет что-то живое. Ой, ну послушайте, если, значит, вы грамотный литературовед, я думаю, что каждый, кто смотрит нашу чудесную программу, это грамотный читатель и мудрый литературовед. Вы можете заметить сразу некоторые символы и некоторые сюжетные ходы. Пожалуйста, почитайте Пропа, почитайте все, что угодно. Вот эта система сюжетов выстраивается всегда одинаково. И мы, видя в начале некоторые символы, некоторые такие предпосылки сюжета, можем совершенно точно предсказать, чем закончится сюжет. Но только грамотный автор сделает так, чтобы мы во время просмотра фильма или во время чтения книги схватились за сердце. Вообще, это история про баланс добра и зла. Она вся полностью из фольклора, из мифологии. Вообще, за что мы любим те произведения, которые мы любим? За то, что они похожи на сказки.
Мы знаем, что сказка — это что? Это могила мифа. У нас есть такой замечательный исследователь, Проб, да, и он разложил сказку на функции, разъял ее как труп. Эти функции прослеживаются и в романе Мэри Шелли. Если мы посмотрим на разные мелкие составляющие этого романа, то мы увидим, как герой, в общем-то, проходит путь сказочного персонажа. Но у нас получается сказка только с грустным концом. Теперь давай про функции. Сейчас расскажу. Итак, главный герой, исключительный герой. Прослеживается вот этот мотив младшего сына. Да? В сказках часто герой бывает сиротой. Виктор лишается матери в юном возрасте, и в дальнейшем его восприятие жизни и смерти было подвержено влиянию этого события. Это подтолкнуло его к дальнейшим изысканиям. Одна из важнейших функций у Пропа – это нарушение запрета, нарушение устоявшегося порядка вещей. В нашем случае это череда жизни и смерти, естественная. Да? Люди живут и умирают. Наш герой нарушает этот порядок. Он хочет, да, чтобы люди не умирали. Он запрещает смерть фактически. И это ведет его к соответствующим последствиям. Мы знаем, да, в сказке очень часто нарушается запрет. Если герою говорят «никогда не делай», он идет и делает. Как и любой ребенок. Вспомним сказку «Синяя борода». Он что говорит своей последней жене? Никогда не открывай эту дверь. И только он за порог, она сразу, роняя тапочки, бежит и открывает. Смотри, у нас есть второй герой, антагонист. У Пропа это называется герой-вредитель. И между этими героями проходит серия противостояний, поединков. Иногда реальных поединков, иногда, как в романе, словесных. Да? Это может быть разгадывание загадок. Демон заставляет создателя встретиться с ним и выслушать его исповедь, надеясь повлиять на него. И когда Виктор не откликается на эту исповедь, он переходит к убийствам. Это серия испытаний, которым опять подвергается главный герой. Он убивает близких ему людей. Когда герой в сказке совершает ошибку, не делает то, что ему запретили делать, он должен эту ошибку исправить. И тут начинается поиск. Да? Герой отправляется обычно на край света, вот как за царевной лягушкой Иван-Царевич отправился вот туда, в потусторонний мир, так и здесь Виктор ищет своего демона фактически на краю света. Он отправляется в славный город Архангельск. Это практически Шерлок Холмс. Да, Рейхенбахский водопад. Вообще, часто финальная схватка происходит в таком далеком, сакральном, загадочном и закрытом месте. Да, и это загадочное место выглядит как Архангельск. Как север. Север — это что? Это вечная мерзлота, отсутствие жизни, льды, стена, белые ходоки, ледяные пауки. Все это в Архангельске. Да. У вас есть пауки? Слушайте, а что... Лрилти. Слушайте, а что касается второго героя, они же находятся в некоторой спайке, то есть они являются, по сути, двумя сторонами одного и того же. Они как дрожжи. Одно отпочковывается от другого. И один не может спокойно жить, пока жив другой, как в Гарри Поттере. Да, и здесь мы можем говорить о распространенном в фольклоре мотиве, мотив двойника. Это очень такой распространенный алогизм, да? Единство и борьба противоположностей. Только обычно антигерой оказывается в более выгодном положении, так как он не скован рамками морали, да, как наш монстр. Он зачастую связан с этим хаотическим началом искусства, дионисийским, и он понимает всю природу главного героя, и поэтому может предсказать любые его дальнейшие шаги. Да, почему в фольклоре появление двойника — это всегда дурной знак? Потому что двойник, он, во-первых, он из потустороннего мира, а во-вторых, он воспринимает жизненные функции героя и фактически начинает проживать его жизнь. Вспомним, что у Достоевского есть повесть «Двойник». Двойник. Увидеть двойника в фольклоре было всегда предвестником скорой смерти. И, кстати, в психиатрии есть такое понятие, как эффект Доппельгангера, вызываемое определенными биохимическими изменениями в мозгу. Если человек видит Доппельгангера, это значит, что он действительно может вскоре подвергнуться риску смерти, но уже благодаря вполне естественным причинам.
Опять же, наука снова вмешивается в божественное и не дает нам, не оставляет ни грамма мистики. Безжалостный, бессердечный Создатель, это он его обвиняет. Ты наделил меня чувствами и страстями, а потом бросил, сделав предметом всеобщего презрения и отвращения. Но только от тебя я и мог ждать сочувствия и возмещения обид. И я решил искать у тебя справедливости, которую напрасно пытался найти у других существ, именующих себя людьми. Жалко, конечно, страдальца. О, земля! Как часто я проклинал свое существование! Все добрые чувства исчезли во мне, и я был полон злобы и горечи. Ну, в общем, я ничего не понимаю, короче. Надо все это как-то освежить, перечитать, потому что какая-то чушь получается. Полная ересь. Мне так кажется. Полная ересь. Итак, 1815 год. Это в истории у нас что? Венский конгресс. О России начинает узнавать мир. Кто у нас главный модный блогер в 1815 году? Лорд Байрон. Вот, именно. И Байрон пишет поэму «Дон Жуан», где он описывает, среди прочего, военные достижения России эпохи Екатерины II. И Россия предстает в двойственном значении. Она, с одной стороны, большая загадка, она очаровывает своей таинственностью, с другой отталкивает своим варварством, чиновничьим произволом, развратом во власти. Всем близким и нашему сердцу. Из хорошего. У Диккенса в романе «Крошка Дорит» есть такой позитивный момент в отношении России. Там есть такой герой, изобретатель, который отчаялся продвинуть свое изобретение в Англии из-за чиновничьего произвола и вкладывается в предприятие в Петербурге. И в финале романа он возвращается к своему другу, друг сидит в долговой тюрьме, все плохо, и возвращается к нему этот изобретатель, говорит: все, мы теперь богаты. Он такой, там, в фильме хорошо показан этот момент, он в шубе, почти что с медведем. Россия — страна возможностей, однозначно. Ну и наоборот, Англия всегда вдохновляла Россию. Безусловно, Пушкин, это всем известно, восхищался Байроном и питался его эстетикой. Да, это правда. Байрон вообще очень интересная фигура и яркий пример того, как сейчас модные блогеры. Масштаб личности не совпадает с масштабом творчества. Мы все знаем, кто это, но едва ли мы вспомним, о чем он писал. И именно Байрону мы обязаны появлением в романтической литературе того самого романтического героя, которого мы все так любим. И таких у нас в романе целых 2. И нужно выяснить, конечно, кто из них более байронический. Но это мы пропишем в домашнем задании. Да, мы можем оставить памятку, и наши студенты уже... Полевой определитель байронических героев. Вот, как есть эта метрика. Как определить, ядовитые или грибы, как определить, не байронический ли ты герой. Ах, да, ты жук. Да. Вот. И не общаться с ним по возможности. Да, давайте тогда перечислим и будем возвращать наших студентов к этой памятке. Поехали. Мужчина. Первое. Мужчина. Второе. Красивый, либо харизматичный, либо обладающий выдающимися чертами лица. Да. Третье. Умный, образованный. Четвертое. Эгоцентричный и высокомерный. Пятое. Верит, что он лучше остальных и, по сути, как показывает практика, таким и является. Шестое. Непредсказуемый. Седьмое. Циничный. Восьмое. Очень сложно считать после 5. Страстно увлеченный своей целью, сосредоточенный, готовый потратить целые годы на планирование и реализацию своего плана. И готовый пойти на крайности для достижения результата. 9. Имеет сильные принципы и убеждения. 10. Имеет сильную психологическую либо физическую травму. И, как следствие, 11. Скрывает тайну, связанную с этой травмой. 12. Последнее. Да. Специфическое, саркастическое чувство юмора. И с этим у всех плохо. У них там. Да. И что есть, то есть.
Мне кажется, получается в районе 10/8, но я не уверен, я плохо считаю после 5. Да, ну это домашнее задание, Да. мы ждем ваши комментарии. Да, Что у вас получилось? А если мы сами посчитаем, то мы сами тоже напишем. Кстати, напишите в комментариях, кто самый бы иронический герой в вашей жизни. Нам интересно. Может быть, вы сами бы иронический герой. Да. Баронический герой. Да, почему герой страдает? Потому что он всем не нравится. Ну, кроме... Меня. Да. Вас там не было. Нет. Он очень хочет, чтобы кто-то полюбил его. Очень страдает. Да, меня на самом деле очень удивляло, почему этот его создатель, он настолько... что никак не может принять ответственность за своего героя. И здесь наш герой напоминает, знаете кого? Незаконно рожденного сына. Опять вы про своих детей. Ну, не моих детей. Ну, Ну, ваши что вы такое тема, говорите? которую вы изучаете. Ну, что там с вашими детьми? Незаконно рожденный ребенок считает, что он по праву рождения имеет право на любовь и заботу своих родителей, создателя. И он их не получает. Он не сирота. Принять сироту в дом – это богоугодное дело. Но никто не примет в дом незаконно рожденного, потому что это человек, появившийся на свет противоестественным путем, как ни странно. Знаете, кстати, русский синоним слова «бастард»? Сколоток. То есть человек, которого сколотили, из кусочков сколотили. Из чего было? То есть кто наш герой? Бастард? Как Джон Сноу. О, да. Джон Сноу. Ну, только Джон Сноу был симпатичный. Начало 19 века – это же очень актуальная тема. Незаконно рожденные дети были вообще повсюду. Не сплошные подкидыши. И причем, если презреть сироту считалось очень богоугодным делом, то к подкидышам, к незаконно рожденным детям все относились свысока и всячески их порицали. Они несли ответственность за грехи их родителей. То есть фактически при живых родителях они становились изгоями, и очень их за это порицали, ну, в смысле дети, родителей. Очень страдали от отсутствия любви, и вообще вся литература о незаконно рожденных, она наполнена вот этим поиском реже матери, а чаще отца, который бросил ребенка в такой тяжелый момент жизни. В России в 1811 году выходит трактат, написанный российским просветителем Иваном Пниным. Он был незаконно рожденный ребенок дворянина по фамилии Репнин. Вот Пнин пишет вопль невинности, отвергаемый законами, и предлагает Александру Первому такую простую и изящную мысль. А давайте вот всех бастардов сделаем законными, наследниками. Ну, это же решит всю проблему. Ну, естественно, Александр Первый ему отказал. Привычную для нас внешность, зашоренные глаза, запертые на замок уши, монстр приобрел благодаря одному из капричес Гойи, который по-русски принято называть сурки. У Гойи так выглядящие фигуры символизируют жертв окармливающего их невежества. Но художнику-гримеру экранизации 1931 года, моей любимой Джеку Пирсу, но художнику-гримеру экранизации 1931 года смысл этого афорта явно был не важен. Картинка просто пригодилась ему, когда он работал над наружностью монстра. Он же придумал другие детали внешности существа. Серо-зеленый цвет кожи, серо-зеленый цвет кожи и электроды на шее. Сейчас. Именно этот образ, воплощенный Карловым, и не имеющий ничего общего с мускулистым великаном с длинными волосами из книг Мэри Шелли, и стал каноническим, вошел в массовую культуру, появлялся в рекламе чего угодно и принес просто миллионы студии Universal. Вообще, этот сюжет
Вообще этим сюжетом кинематограф питался с самого его зарождения. С 1910 года вышло более 60 экранизаций, а дальше я сбился. Так, вообще этот образ в массовой культуре очень популярен. Компания Mattel, которую мы знаем по ее главному очень лукистскому и сексистскому продукту, кукле Барби, выпустила линейку кукол Monster High, где были куклы-монстрики. Одна из них называлась Фрэнки, девочка с серым телом и сшитыми частями. Или можем вспомнить персонажа Тима Бёртона Франкенвини. Кстати, почему Фрэнки и Франкенвини? Ведь монстр в романе никак не зовут, он просто монстр, демон. Кстати, почему Фрэнки и Франкенвини? Ведь монстра в романе никак не зовут, он монстр, демон или существо. Франкенштейн — это фамилия доктора. Ну, мы имеем дело с эффектом Манделы. Когда мы называем фамилию Франкенштейн, мы представляем именно монстра. И это началось еще с первых критических статей. А еще мы представляем, что нечто сшитое из кусков, собранное из деталей, это мы можем любую вещь так назвать. Я читал, что на это во многом повлияла одна из первых постановок романа, которая, собственно, сделала его знаменитым. Там как раз появляется помощник Горбун, Игорь, или как-то его по-другому зовут, Игорь или Фриц. Также появляется сцена. Сейчас. Эпизод. Там впервые появляется помощник Горбун и сцена оживления с помощью молнии. Ну и фильм 1931 года опирался во многом на визуальные образы этого спектакля. Жизнь без смерти – это первое противоречие, с которым мы сталкиваемся, когда читаем этот текст. Второе, очень связанное с ним, природное и неприродное. Научная наука как способность дьявола. Ведь главный герой хочет изобрести способ, как получать жизнь противоестественным путем. Я правильно говорю? Да, все верно. Дополните меня. Боже мой. Ну, смотрите, мне кажется, важно еще отметить роль науки вообще в тексте, научного. Ведь тогда было довольно популярно обсуждать вообще бытие научности, божественность научности. Может ли механизм быть живым? Может ли человек создать жизнь из мертвой плоти? Да? Ну, это прямо по тексту. Причем, обратите внимание, мы не знаем, каким образом герой Виктор Франкенштейн это делает. Мы привыкли довольно популярное представление, кто кладет этот труд собрал из кусков в какую-то, простите, ванну, пропускают через него электрический ток. И существо оживает. Вообще вот это... Да. Нигде в романе этот процесс не описан. Мы еще вернемся к этому чуть позже. Но, тем не менее, герой настаивает на том, что это секрет, который он унесет с собой в могилу. Почему? Вообще электрический ток воспринимался как что-то дьявольское, вы совершенно правы. Вот, и вся вот эта вот алхимия, да, связанная с наукой, и, собственно, наш главный герой тоже увлекался алхимией, да? Да. Это антибожественное, показывается как антибожественное, правильно? Ну, совершенно чудесно, совершенно чудесно. Кстати, обратился ли он к Господу в конце своей жизни? А этого мы не знаем, потому что у меня закончился алкоголь. Однажды, ненастной ноябрьской ночью, я узрел завершение моих трудов. С мучительным волнением я собрал все необходимое, чтобы зажить жизнь в бесчувственном создании, лежавшем у моих ног. Был час по полуночи. Дождь уныло стучал в оконное стекло, свеча почти догорела. И вот при ее неверном свете я увидел, как открылись тусклые
желтью или желтью глаза. Существо начало дышать и судорожно подергиваться. Уж какая чушь. Как описать мои чувства при этом ужасном зрелище? Как изобразить несчастного, созданного мною с таким неимоверным трудом? А между тем члены его были соразмерны, и я подобрал для него красивые черты. Красивые, Боже великий! Желтая кожа слишком туго обтягивала его мускулы и жилы. Волосы были черные, блестящие и длинные, а зубы белые, как жемчуг. Но тем страшнее был их контраст с водянистыми глазами, почти неотличимыми по цвету от глазниц, сухой кожей и узкой прорезью черного рта. Я ничего не понимаю, а где про сшивание частей, про вот эти части тела? Есть какая-то, по-моему. Вообще визуализация довольно сложный процесс. Ну и произведения на экране поэтому очень часто упрощаются. Меняется сюжет, меняется количество персонажей, количество локаций. Очень хорошо это видно на «Игре престолов». Ну да, и режиссеры сознательно упрощают сюжет и визуальные образы до привычных нам архетипов, потому что зритель, у него как бы в голове такой пазл, и он хочет, чтобы в этот пазл прям все идеально встало. Знакомые визуальные образы помогают нам чувствовать себя немного спокойнее. Совершенно верно. И тут мы опять попадаем в готику. Вот оно мышление понятными, привычными картинками. Только, конечно, на новом уровне. И ожившим монстром нам сейчас кажется не монстр, сшитый из кусков, а вакцина с растворенным жидким чипом внутри или искусственный интеллект. Да. Я, кстати, недавно была в мультимедиа-арт-музее на Остоженке, и там показывается, чем живут современные художники, и оказывается, что их волнует все то же самое. Их волнует всякого рода мертвечина, нейросети, искусственный интеллект. Видят ли нейросети сны, чем они живут, о чем они мечтают, как они творят. Вот Айзек Азимов, например, очень боялся восстания роботов. И именно благодаря ему в психологии появился термин «комплекс Франкенштейна». То есть демон Франкенштейна — это нейросеть, которая обрела собственные чувства и пытается настигнуть своего создателя. Нет. В последний день все это сдавать, это такое неуважение. И по содержанию это все не годится. Вот как-то вот вы не справились. Это все уже неинтересно просто даже читать мне. Я не могу это принять одним словом. И лучше всего просто взять другую тему. Скажите, у нас реклама, пожалуйста. Как его звали? Игорь. Игорь, да, Игорь. Фриц. Вы что, в детстве не кричали? Хитклифф, я готова страдать. Боже, Любви. О, моя Хитклифф. Фи. Фу, как некультурно. Мадам. Я Конечно, нет. не понимаю вас. В моем вкусе. Все? Все.